Добрый день. Сегодня у нас в гостях Алик, известный межгалактический путешественник, автор более 40 книг о планете Земля. Совсем недавно он вернулся с планеты Земля и был схвачен правлением за нелегальное посещение этой планеты. Алик, добрый день. Добрый. У меня накопилось огромное количество вопросов к тебе. Да и у всех большое количество вопросов. Как же там, как там на Земле? Ну, на Земле все хорошо. Я провел в общей сложности целых 85 лет. 85 лет, Да, Алик, это это грандиозно. еще если сложить вот все заходы, ну, включая последний. А так все хорошо было, спасибо. Я тебе вообще очень благодарен, что ты сегодня здесь, что у нас получилось взять у тебя интервью в таких непростых условиях, в тюрьме, что ты крепишься, не падаешь духом. Рад тебя видеть. Скажи, пожалуйста, Алик, а вот что принципиального в различии между нашей планетой и Землей, если так коротко, в двух-трех словах, что бы ты назвал? Ну вот что прям принципиально, это, допустим, в климате. Вот у нас два маленьких солнца, которые вращаются равномерно и освещают нашу планету. Пускай и тускло, но все же освещает. А то солнце у землян, оно всегда одно огромное. Там климат меняется буквально каждые 500 километров. Отсюда и разные флоры и фауны, там культуры народов, культура у народов, и образы жизни, условия, ну и так далее. Подожди, если я тебя правильно понимаю, то жители планеты Земля, которые проживают на юге планеты, отличаются от тех, кто живет на севере? Да, и еще о тех, которые живут и на Западе, и на Востоке. Все они между собой отличаются друг от друга. И, кстати, между прочим, они сражаются за свои ресурсы. До сих пор у них идут всякие физические войны. Да и Земля в 5 раз больше, чем наша эта планета. Почти 10 миллиардов человек. Подожди, ты назвал цифру 10 миллиардов. Это просто какая-то баснословная цифра. Для нас, да. Извини меня, если какой-то глупый вопрос задам. То есть, если я правильно понимаю, численность растет. То есть, на планете Земля не контролируется рождаемость? Может, локально контролируется, но глобально уж точно нет. Если я правильно понимаю, то Земля обречена на некоторую постоянную разрозненность, разобщенность, на некоторую сегментарность. Да, да, все верно, но и в этом нет ничего плохого. Наша предыдущая планета была намного меньше этой, намного скупее и суше. Поэтому, когда она разрушилась, мы сразу же переместились на эту. И дальше переедем на следующую. А у землян все не так. Они скорее погибнут вместе со своей планетой, чем переедут оттуда, если она будет разрушаться. Ну вот смотри, вот сейчас вот возьмем цветок, да? Вот этот листок. Видишь, да? Это все фейк. Фейк. Это все не настоящее, синтезированное. То есть у нас нет настоящих растений. Они все искусственные. У нас также нет настоящих животных, птиц, насекомых. Есть только мы. То есть все, что мы создаем, это все имитация того, чего нам в жизни реально не хватает. А у них это все живое, реальное. И каждый раз, как только я прибываю на Землю, я прям буквально слепну от яркости. Солнце, потому что оно ближе. Ну, не только от солнца, но еще и от цветов. Скажи, пожалуйста, а ты пробовал местную еду или брал с собой нашу? Ну, естественно, я пробовал. Зачем мне таскать с собой свое? Ну, расскажи тогда, что тебе больше всего понравилось. Ну, суп куриный, там с лапшой. Я не знаю, вот пирожки с капустой или картофелем. Картофельное пюре с мясной котлетой. Там, или черный чай. А как ты думаешь, в музее Земли это можно попробовать? Увы, нет. Там вообще в музее Земли ничего нет, он давно устаревший. Ну, я попытался как-то реконструировать, но никто мне не дает.
Слушай, мне сейчас идея пришла такая замечательная. Тебе не кажется, что если туда завести настоящего живого землянина, то, во-первых, и рейтинги музея поднимутся, и самому землянину будет хорошо? А тебе не кажется, что это, ну, скажем так, неэтично? Да и правление само это не одобрит. Нет, подожди, ты говоришь неэтично, но у них женщины до сих пор сами рожают. Правильно я понимаю? Ну, Так они, это же антигуманно. Они же обречены на какие-то там генетические травмы, на психические заболевания. У них нет ни инкубаторов, ни ничего. Тебе кажется, это нормально? но зато у них есть сильная связь с ребенком. Ну, не совсем убедил. Ну хорошо, слушай, а расскажи, а почему тебя так тянет на землю? Ну, потому что мне нравится ее яркость, ну, там, дикость, острота ощущений. Больше нигде таких ощущений нет. Ну, то есть ты хочешь сказать, что у нас скучно, и ты именно поэтому решил сделать переселение? Конечно. А можешь рассказать поподробнее о переселении? Ну, если простыми словами, то это такой специальный аппарат, с помощью которого можно переселить свое сознание в тело землянина при его рождении. При этом ты ничего не помнишь вообще. То есть ты не знаешь, кто ты и откуда ты. И это до тех пор, пока ты не умрешь. А раньше ты не так ездил? Ну, я ездил исключительно как турист и наблюдатель. А потом в последний раз я уже появился только в теле землянина. Так, подожди еще раз, чтобы я не запутался. Технология заключается в том, что ты рождаешься как землянин. Мгм. Тебя воспитывают родители земляне. Да, все верно. Ты живешь всю жизнь как землянин. Естественно. А потом, когда ты умираешь, твое сознание перемещается сюда. Да, так и И есть. ты при этом все помнишь, Мгм. а твое тело все это время как будто бы находилось в искусственной коме. Да, в этом-то и суть этого аппарата. Так а почему это нелегально? Я думаю, что некоторые члены нашего правления не хотят допускать нас до этой технологии для того, чтобы мы все не переселились на Землю. Так я думаю, что никто не захотел бы переселяться. А я считаю, что большинство этого захочет. Я тебе говорю, что никто не захочет. Да, захочет, я уверяю тебя. Да никто не захочет туда переселяться. Захочет. Кто захочет? Объясни мне. Все захотят! Большинство этого захочет, ясно? А что тебе грозит? Ну, либо 5 лет заключения, либо работы в шахте, либо ссылка на неразвитые планеты. И чтобы ты выбрал, что для тебя предпочтительнее. Ссылка. Ладно, давай поговорим о твоем личном опыте. Давай. В своих дневниках ты писал о бабушке, которая тебя вырастила, о том, как тебя убили. Не-не-не, меня не убили, это был несчастный случай. В смысле несчастный случай? Ты называешь это несчастным случаем? Ну да. Ну, это твое убийство. Но если убийство, то непреднамеренное только. Ну, что значит непреднамеренное? А вот так непреднамеренно, меня случайно убили. Они убили тебя. Я правда не понимаю, зачем ты защищаешь людей, которые убили тебя там на земле? Да потому что они невиновны в моей смерти. Невиновны. Это было случайно. Никто не хотел никого убивать. Да не бывает никаких случайностей. Из случайностей состоит вся жизнь. Все бывает. Все потом приводит к целому. Тебя убили. Почему ты сейчас споришь? А я считаю, что это случайно убили. Да и вообще, Подожди, случайность и слушай. не случайно. Слушай, тебя убили. Да, убили, все верно. Но меня убили-то случайно. Ладно, я понял. Давай так. Чтобы попасть к тебе сюда, мы с тобой Да. договорились. Я беру у тебя интервью. Мгм. Ты можешь получить информацию о тех, кто остался на земле. Да, все верно. Удалось узнать? Кто тебя интересует? Ну вот Феня, например. Как он сейчас? Веня, это который пошел с пистолетом на мошенника? Да, как он? Его арестовали. Но потом отпустили, потому что его сестра и отец дали какую-то взятку. В общем, его отмазали. Все скинули на Ганчера. Ну, не переживай, это уже там все равно, потому что он все равно убит. А кем он был убит? Дядя Марял такого убил. Ты переживаешь? О чем мне радоваться, что ли? Ну, вообще-то дядя Марат за тебя отомстил. Ну, дядя Марат, он очень хороший и порядочный человек.
Он всегда помогал нам с бабушкой. Зря он это сделал. Так, ну ладно, у Вени все более-менее. Он обратно вернулся в хор, теперь поет. В общем, с бизнесом завязался. Ясно. А Марго как? Марго, Да. она продолжает работать в фотостудии и сняла комнату в соседнем доме. У нее все хорошо. Ну, это хорошо, что у него все хорошо. А Оля сейчас как? Оля вернулась в свой родной город и устроилась на работу. Я забыл, то ли учительница, то ли медсестра. В общем, у нее все хорошо. После твоей смерти она завязала с аферами. Вот это действительно хорошие новости. Жаль только, что Ганчера убили. Я, знаешь, смотрю на тебя и понимаю, что ты похож на наркомана, которому все время не хватает острых ощущений. Тебе здесь скучно у нас, да? И поэтому тебя как будто все время тянет туда, в бездну. Но можно и так сказать. Ну, короче, жизнь на Земле очень нравилась. Это за мной. Счастливо, спасибо за интервью. Всего И доброго. тебе спасибо.